Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и давайте сегодня поговорим о шифровании в радиостанциях протокола DMR. Касаться аналоговых станций и других систем не будем, именно про DMR системы расскажем. Начнем тогда с уровней шифрования, то есть, или какие уровни могут быть запрограммированы в станциях. Самый простейший уровень это, например, у DP1400 Motorola выбирается просто 256 ключей, уже заранее запрограммированных самим производителем. То есть мы не можем генерировать здесь какие-то собственные ключи, просто выбираем из 256 вариантов. Это примерно как, допустим, аналоговый скрэмблер. Там тоже либо один вариант вообще выбирается, либо там до 8 вариантов в некоторых аналоговых станциях выбирается. Также и здесь 256 ключей. Соответственно, подобрать, конечно, их без проблем можно перебором. 256 вариантов не так много. Следующий уровень шифрования это RC4. Шифрование, оно минимум 40-битное, но в основном в станциях 40 бит и используется. Что такое RC? Это Rivest Cipher. Rivest Рональд – это сам создатель данного способа шифрования. 4 – это версия шифрования, то есть были предыдущие версии, но у них была обнаружена уязвимость, поэтому 4-я, самая актуальная, в принципе, тоже есть у них некоторые проблемы, но достаточно надежное шифрование считается на данный момент, поэтому его в простейшем виде в радиостанциях DMR и используют. Вообще вот RC4 это зарегистрированная торговая марка, поэтому добавляют символ А и называют этот шрифт шифр обычно ARC4, то есть подобный RC4 вариант шифрования. Поэтому вы можете встретить как просто ARC, так и RC4, так и ARC и ARC4 название данного вида шифрования. Это самый простейший, и он обычно поставляется без всяких дополнительных лицензий. Далее, следующий способ шифрования это DES шифрование. Это симметричные ключи, длиной также от 40 бит, но в основном 64 бита используется длина ключа. Что такое DES? Это Data Encryption Standard. Расшифровка данного вида шифрования – это шифрование уже по надежней RC4. И так, симметричный ключ, да. Следующий вид шифрования, самый сильный на сегодняшний день, который используется в радиостанциях DMR, это Advanced Encryption Standard, то есть продвинутый уровень шифрования. Он бывает длиной 128 бит ключи, 192 бита, 256 бит. Что такое? Это тоже симметричный ключ, но уровень у него на взлом гораздо сложнее. И это считается сейчас одним из самых современных видов шифрования. Но вот все вот это уже обычно производители поставляют по дополнительным платным лицензиям. В некоторых станциях есть, в принципе, и сразу функция AES шифрования и длиной даже 256 бит, но это достаточно редко. То есть мы говорим в общем, поэтому в основном, например, у Хайтеры, у Калты, у Кирисана все вот эти DES и AES шифрование, оно платное. Дальше, по поводу длины, да, что такое 64 бита, 40 бит, что вообще такое бит? Бит это либо 0, либо единица, да, последовательность символов. Соответственно, ключ
представляет собой сочетание определенной длины символов в 16-ричном формате. Что такое 16-ричный формат? Это перебор от 0 до 9, соответственно, и символы А, Б, С, Д, Е, Ф. То есть 16 символов используется в одном разряде. Соответственно, чтобы получить один символ в 16-ричном формате, нужно сколько бит использовать? Использовать нужно 4 бита. Как это получается? То есть, смотрите, 1 бит это 2 варианта, да? Либо 0, либо единичка. Количество разрядов 4 штуки в данном случае, да? То есть, ну, например, 0, 0, 0, 1. Это один вариант. Соответственно, чтобы получить количество вариантов, используя 4 бита, используемые 4 бита, соответственно, нужно количество вариантов возвести в степень количества разрядов. Соответственно, 2, то есть 2 варианта, возводим в 4-ю степень. Сколько получаем? 2 умножить на 2, 4, еще на 2, 8 и еще на 2, 16. То есть 16 вариантов. Соответственно, мы 16-ричный символ можем 4 битами закодировать, да? Соответственно, 40 бит получаем, делим на 4, получаем 10 символов в 16-ричном формате. Ну и, соответственно, делим на 4, получаем здесь 256 бит, если используется, то длина ключа будет 64 символа в 16-ричном формате. Ну и сами понимаете, да, то есть 16 в 10 степени это количество вариантов для перебора даже 40-битного ключа. 16 в степени 10. Это примерно 1,995 десятитысячных умножить на 10 в 12 степени. Ну, то есть огромное количество вариантов получается для перебора, и простым перебором, не используя какое-то специальное оборудование, вы, естественно, 40-битный даже ключ подобрать, ну, понадобится очень длительное время вам. То есть вот такие ключи шифрования используются на данный момент в DMR-системах. Теперь по поводу еще программирования, я вам примеры приведу. По поводу еще одного нюанса. То есть есть во многих станциях basic шифрование. Ну, то есть мало того, что выбирается ключ, выбирается еще и либо basic шифрование, либо advanced. То есть базовое, либо расширенное. Что это значит? Базовое шифрование, оно шифрует только ваш трафик, то есть либо голос, либо данные. А advanced шифрование, продвинутое, шифрует еще и дополнительные параметры сигнала, то есть color код, time slot и так далее. Ну, то есть все, что касается передачи, вообще все данные шифруются. Поэтому, когда вы будете программировать радиостанции, имейте в виду, что можно выбрать во многих станциях. Вот, например, в DP990 выбирается либо один и тот же ключ, но с уровнем Basic, либо Advanced. Ну, я сейчас на примере станций покажу, в чем отличие. Я забыл вам еще рассказать, что такое симметричный и несимметричный ключ. Смотрите, симметричный ключ, во-первых, он используется во всех станциях DMR, что DES, что AES, что RC4, везде используются симметричные ключи. Несимметричного ключа я не встречал в радиостанциях ни разу. Может быть, в будущем, конечно, они появятся, но на данный момент только симметричные. Соответственно, симметричный ключ используется один ключ и на приемнике, и на передатчике. То есть, если вы его сможете перехватить и расшифровать, то сразу вы получите расшифровку данных. Да? Несимметричный же ключ, он с какой-то стороны
ну, либо на приемнике, либо на передатчике используются разные ключи. И, соответственно, даже перехватив какой-то один из ключей, вы трафик расшифровать не сможете, потому что нужно иметь еще и ответную часть ключа. Я помню, ездил по всей стране, устанавливал на одно программное обеспечение именно вот несимметричные ключи шифрования. То есть на приемной стороне у нас были свои ключи, и на передающей нужно было поставить свои ключи. Вот таким образом все это работает. Но я еще раз говорю, в радиостанциях на это не обращайте внимания, программируйте один и тот же ключ и на станции передающей, и на приемной, потому что на данный момент все эти ключи, они именно симметрично используются. Все, переходим к практическому примеру. Давайте теперь продемонстрируем, каким образом это все работает. Смотрите, у нас запрограммированы аналоговые каналы. Далее у нас запрограммировано на этой станции цифровой канал, открытый, без кодирования или шифрования. У нас запрограммирован канал, видите, значок замка появляется, да, на станции. Это у нас запрограммирован RC4 ключ с базовым шифрованием, ну, то есть Basic. У нас запрограммирован на следующем канале ключ с Enhanced шифрованием, ну, то есть шифруются и данные, и параметры сигнала. Соответственно, давайте я вот сейчас буду включать разные виды и будем демонстрировать, что вы услышите в различных вариантах. Так, смотрите, сначала я ставлю здесь аналоговый канал, здесь цифра. Ну, это вы уже наверняка слышали ранее, но продемонстрируем. То есть вообще без шифрования, просто вы стоите на аналоговом канале, я излучаю на цифровом DMR. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три. То есть вы слышите тайм-слоты. Естественно, ничего понять невозможно, но определить, что именно излучает DMR станция, можно. То есть вот тайм-слоты, изменения вы слышите. Далее, следующий вариант. Включаем, тогда здесь оставляем аналоговый канал, включаем шифрование Basic. То есть опять мы слышим тайм-слоты, независимо от того, зашифрованный трафик или нет, естественно, в аналоговом канале слышим то же самое. Ну, давайте Enhanced поставим, ну, опять то же самое. Так, теперь более интересный вариант, то есть перебрали мы все 4 разновидности, да, теперь, ну, 3 точнее. Ставим теперь канал цифровой. Тайм-слоты и колор-коды, естественно, совпадают, но шифрования здесь никакого нет. Видите, значка замка здесь нет. Сначала ставим тогда, ну, аналоговый канал, понятно, что не будет ничего. Раз, два, три. Видите, тишина. Следующий цифровой канал, естественно, будет связь. Раз, два, три. То есть все открыто, получается, связь есть. Теперь ставим здесь Basic шифрование, ключ на дисплее показан здесь, без шифрования канал цифровой. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Ну, то есть вы слышите шифрованный трафик. Соответственно, Enhanced также я ставлю здесь канал, здесь открытый. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть тоже открывается, но также есть шифрация. Так, теперь меняем. Здесь Basic шифрование. Здесь, соответственно, ставим, ну, давайте с аналогового начнем. Аналоговый. Раз, два, три. Станция, естественно, не открывается. Теперь просто цифровой канал. Здесь закрыто ключом. Раз, два, три, раз, два, три. То есть открытый канал я слышу. Следующий вариант.
ставим Basic шифрование, здесь тоже Basic. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Идет шифр, потому что, скорее всего, вот в этой станции не выбирается расширенное шифрование, ну, то есть Basic либо Enhanced. Соответственно, по умолчанию, видимо, здесь используется Enhanced. Соответственно, на Basic ключе система распознать шифр не может с Basic шифрованием, поэтому и получаем зашифрованный трафик. То есть, еще раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, теперь ставим здесь Enhanced. Тут оставляем пока Basic. Enhanced. Проверяем. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть, смотрите, здесь Enhanced стоит, здесь по умолчанию стоит Basic. Но он, видимо, использует все-таки Enhanced, потому что не выбирается в программе. Я вам окно приведу. Так, ну и все. Остается у нас... Да, все варианты мы перебрали. То есть... все у нас, да, все возможные варианты я вам продемонстрировал. Ну вот такая система, так все это работает. Ну что, вроде бы неплохая получилась демонстрация. Все довольно просто, но, естественно, нужно потратить некоторое время на изучение данного вопроса. Смотрите, если есть какие-то у вас еще дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь обязательно на канал. Наша следующая цель 100 тысяч подписчиков. И нам это очень важно. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Это Viva Telecom. На этом тогда сегодня закончим. Всего вам доброго. До свидания.